Решила, что в этом видео, рассказывая уже о плюсах Кореи, я буду в движении. Всем привет! Посмотрела я свое видео о минусах Кореи, и вы знаете, решила, что в этом видео, рассказывая уже о плюсах Кореи, я буду в движении. То есть я подумала, что вам будет интереснее, если я буду где-то на улице, в движении, рассказывая о плюсах Кореи, чем сидеть в своей полутемной комнате. Плюсов тут очень много, мне многое нравится в Корее. Первый плюс, о котором я бы хотела упомянуть, это то, что здесь все автоматизировано. Когда я только приехала в Корею, это меня сильно застало врасплох. Для того, чтобы подать куда-то заявку, я распечатывала все, тащила всю эту стопку документов куда-то в офис. Потом в офисе на меня смотрели как на ненормальную и говорили: а зачем вы нам притащили все эти документы, мы принимаем заявки только онлайн. Студенческая страховка, регистрация на лекции, выдача справок и так далее, это тоже все производится онлайн. Даже когда мы заходим в университет, мы заполняем онлайн опросник и показываем вот в таких вот карантинных станциях и проходим дальше на кампус. Если говорить о жизни вне университета, то тут абсолютно то же самое. Когда я спрашивала своих корейских знакомых, где вы покупаете продукты, то мне все отвечали онлайн. Когда я спрашивала, где вы покупаете одежду, обувь и так далее, ответ был тот же самый — онлайн. В Корее можно совершенно не выходить из дома, и мне кажется, те, кто на карантине, им тут очень удобно по сравнению с другими странами. Совершенно забыла упомянуть, каков был план на сегодняшний день. Сегодня мы заскочим в университет, заберем кое-какие документы, далее заедем в Starbucks за кофе и прогуляемся по набережке. Сейчас я, кстати, иду получать справки. Справки у нас выдаются с помощью автоматов, как и во всех других университетах Кореи. Сейчас вам покажу, как это делается. Cherish all your lines, and after all this time, feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing on all this, waiting. I'll call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing. Я вот уже приехала на набережку, сейчас иду в Starbucks. В чем плюс транспорта Кореи? У меня, наверное, слов даже не хватит описать, насколько он классный. Во-первых, начнем с того, что тут всегда все по графику. На автобусных остановках и на станциях метро отображается время прибытия следующего автобуса либо поезда. Причем это время в большинстве случаев точное. Автобусы и поезда метро придерживаются строгого графика вплоть до секунд. По Корее очень легко передвигаться, потому что тут есть замечательные онлайн-навигаторы, которые почти безошибочно помогают найти дорогу, будь это поиск ближайшей кофейни или путешествие в другой город. Такие навигаторы помогут вам подобрать самый комфортный для вас путь и даже рассчитают стоимость. Еще хотелось бы сказать то, что в Корее одна транспортная карта для всех видов транспорта. То есть это вот такая вот T-Money транспортная карта. T-Money, кстати, можно использовать на всей территории Кореи. Это очень удобно, потому что, например, из Сеула вы приехали в Пусан и сели на метро, и можно использовать ту же транспортную карту, которую вы используете в Сеуле. Вообще транспорт в Корее просто очень замечательный, там всегда тихо, спокойно и очень чисто. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. В общем, я взяла кофе в Старбаксе и теперь иду гуляю по набережной. Так вот, еще хотелось бы добавить то, что в Корее очень высокий уровень сервиса. Даже только что в Старбаксе все сотрудники улыбались, то есть были вежливы и так далее. И в Корее, независимо от того,
где вы находитесь, это ресторан, кафе, кинотеатр и так далее, если вы являетесь клиентом, везде с вами будут обходиться как с членом королевской семьи. То есть все сотрудники всегда с клиентами разговаривают вежливо, порой улыбаются. Если у вас будут какие-то проблемы, они обязательно вам помогают решить эти проблемы. Конечно, с одной стороны, это большой эмоциональный труд, но мне кажется, качество сервиса показывает, насколько развитой является страна, а в Корее же качество сервиса просто на высоте. Ну и еще один очень большой плюс Кореи – это отсутствие воровства. То есть даже только что в Старбаксе, когда я покупала кофе, люди оставляли свои вещи, сумки, ноутбуки, айфоны дорогие и так далее, и просто уходили куда-то гулять, фотографироваться и так далее. В Корее так делают все, по крайней мере за Сеул я точно отвечаю. То есть люди оставляют все свои дорогие вещи, возможно даже кошельки, и куда-то уходят. Просто все знают то, что с этими вещами ничего не случится. Поэтому если вы приедете в Корею, увидите, как кто-то оставляет свои кошельки, вещи где-то в библиотеке или в кафешке, не удивляйтесь. Ну и, в общем, самый последний плюс – это, естественно, службы доставки. То есть, во-первых, они очень быстрые. То есть вы заказали еду, и буквально через 30-40 минут она будет уже около вашей двери. О заказе и доставке одежды, обуви, продуктов и так далее можно сказать абсолютно то же самое. Доставка очень быстрая. Например, по одному сервису можно заказать продукты, и они к вам приедут буквально на следующий день до 6 утра. По другому сервису можно тоже заказать продукты, и вам привозят продукты буквально через 30-40 минут после заказа. Уже показывала в видео о неделе моей жизни в Корее, как и где я заказываю продукты. Все всегда очень хорошо упаковано, поэтому я не боюсь заказывать даже такие скоропортящиеся продукты, как яйца, молоко и подобное. Вкратце, если сделать какое-то заключение, можно сказать, что в Корее просто очень удобно жить. Мне кажется, именно это и привлекает многих иностранцев, то есть тут все сделано для людей. Как я уже говорила в моем видео о минусах Кореи, у каждого свое мнение, другой человек, возможно, назовет какие-то другие плюсы. Тем не менее, я думаю, многие согласятся, что в Корее намного больше плюсов, чем минусов. Помимо того, что я назвала, в Корее также никогда не бывает скучно, неважно, вы приехали на короткий срок или на долгий. Поэтому, если вы спросите меня, стоит ли посетить Корею, я всегда отвечу «да».